Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 28 мая. Поговорим о церковном, народном календаре, поговорим о том, что можно и нельзя делать. Итак, друзья, далее все более подробно. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. У нас каждый день выходит много полезной информации. Итак, 28 мая церковь вспоминает двух святых Пахомиев: преподобный Пахомий Великий и преподобный Пахомий Нерецкий. Преподобный Пахомий Великий, который жил на рубеже 3-4 веков, стал одним из основоположников монашества в Египте и столпом пустынножительства. Изначально он был языческим жрецом бога Сераписа и солдатом в армии Константина Великого. В 312 году во время военных действий его подразделение было тепло встречено христианами, что изначально повлияло на Пахомия. Именно тогда он впервые познакомился с христианством и постепенно начал склоняться к этой религии. После окончания военных действий Пахомий принял крещение. Его духовный путь привел к созданию первого христианского монастыря, для которого он составил монастырский устав. Этот устав стал основой для последующего развития монашества, но уже не только в Египте, но и за его пределами. Преподобный Пахомий умер 9 мая 348 года, оставив после себя значительное духовное наследие. А вот преподобный Пахомий Нерецкий – это первый игумен Константиновского монастыря. Жил во Владимире и родился в семье священника. С детства он проявлял усердие к храму Божию и был отдан на обучение священным книгам. Изначально носивший имя Иаков, он в возрасте 12 лет потерял отца и по благословению матери отправился в Богородице-Рождественский монастырь. В возрасте 21 года Иаков постригся в монахи и взял имя Пахомий в честь Пахомия Великого. Вскоре он был рукоположен в диаконы, затем в сан иеромонаха, а в 1365 году назначен первым игуменом возобновленного Константиновского монастыря. Позже преподобный Пахомий удалился в пустынное место близ Нерехты, где возвел Троицкий храм. Он скончался в глубокой старости 23 марта 1384 года. 6 мая 1675 года мощи святого Пахомия были обретены нетленными, но оставлены под спудом. Благодаря многочисленным чудотворениям, происходящим возле них, почитание преподобного быстро распространилось в округе. В Троицком соборе устроили каменную гробницу над мощами, и сегодня мощи преподобного Пахомия – это важная святыня обновленного Троицкого храма, привлекающая многочисленных паломников. Преподобный Пахомий Великий и Пахомий Нерецкий оставили значительный след в христианской культуре и истории. Их жизни и деяния стали примером преданности вере, духовной силы и усердия. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять многих верующих на путь служения Богу и ближним. Пахомий Великий заложил основы монашеской жизни, которые впоследствии распространились по всему христианскому миру. Его уставы и правила, созданные для первого христианского монастыря, стали фундаментом для многих монашеских обителей. Его духовное наследие продолжает жить в уставах современных монастырей, оказывая влияние на развитие монашеской традиции. Преподобный Пахомий Нерецкий, несмотря на свою менее известную, но не менее значимую роль, также внес огромный вклад в развитие монашеской жизни, и его деятельность в качестве первого игумена монастыря и основателя Троицкого храма в Нерехте стали важным этапом в истории православной церкви. В народном календаре 28 мая известен был как Пахом Теплый, Пахом Бокогрей или просто Пахомов день. Это день памяти святого Пахомия Великого, который стал важной датой для крестьян и земледельцев. Наши предки именовали святого Пахомом Теплым, потому что с этого дня наступала устойчивая теплая погода, и можно было греться на солнышке, наслаждаясь теплом.
Согласно народным приметам, если 28 мая был теплым, то и лето обещало быть теплым и благоприятным. Этот день являлся своеобразным предвестником летней погоды. Люди верили, что теплый Пахомов день предвещает удачный летний сезон, полный солнечных дней. Крестьяне старались до полудня закончить посев льна, овса и пшеницы. Этот день считался особенно удачным для посева, так как верили, что все семена, брошенные в землю 28 мая, быстро взойдут, заколосятся и зазеленеют на глазах. Посевы, сделанные в этот день, обещали богатый урожай. Кроме посевов зерновых культур, 28 мая было принято сажать огурцы. Считалось, что посадка огурцов в этот день обеспечит их быстрые всходы и обильное плодоношение. Огурцы, посаженные на Пахома теплого, обещали радовать крестьян своими плодами на протяжении всего лета. Старинная народная примета гласила: на Пахома тепло, все лето теплое. Если на Пахома с утра и до вечера было тепло, это означало, что 3 следующих месяца будут такими же теплыми. Люди наблюдали за природой и делали выводы о будущем урожае и погодных условиях на лето. Особое внимание уделялось восходу солнца. Плохим знаком считался восход, окрашивающий небо в красный цвет. Это означало, что летом будет очень жарко, а значит возможны пожары. Красный восход предупреждал о необходимости быть осторожными и готовыми к жаркому сезону. Множество существует народных примет, связанных с растениями, которые помогали предсказать лето и летний урожай. Если осины покрывались сережками, это означало, что летом можно ожидать хороший урожай овса. Если зацветала калина, то это говорило о том, что пришло время сеять ячмень. А цветущий можжевельник сигнализировал о начале посевов ячменя. Эти природные знаки помогали крестьянам правильно планировать свою работу и рассчитывать на успешный урожай. Рыбалка в день Пахома теплого считалась особенно удачной. Рыбаки были уверены, что в этот день рыба буквально плывет в сети, что делает промысел особенно успешным. Однако, если рыба не клевала, рыбаки прибегали к старинной народной примете. Они обменивались наживкой с соседом, что, как считалось, сразу же привлекало клев. Эта традиция подчеркивает глубокие связи между рыбаками и их взаимоподдержку, которые считаются ключевыми для успешной рыбалки и общения с природой. Полдень в Пахомов день был временем для стариков выйти на улицу и погреться на солнышке, чему радовалась местная детвора. Старики, знатоки множества увлекательных сказок и рассказов, с удовольствием делились ими с молодым поколением. Эти встречи способствовали передаче культурного наследия и укреплению связей между поколениями. В течение дня молодые и взрослые были заняты посевом и другой аграрной работой, что являлось важной частью подготовки к предстоящему урожаю. Вечером же, после дня тяжелых трудов, молодежь собиралась вместе, чтобы отдохнуть и развлечься. Игры, пение и танцы под открытым небом помогали забыть о трудностях дня и вместе встретить звездную ночь. 28 мая также считался идеальным временем для молодых парней, чтобы признаться в чувствах девушкам. Признание происходило путем вручения горсти пшеницы, которая символизировала плодородие и изобилие. Принятие пшеницы девушкой означало взаимность ее чувств. Отказ же заставлял парня собирать зерна обратно, подчеркивая значение уважения к продуктам и к труду. Старцы советовали молодым запоминать сегодня сны, которые приснились в ночь с 27 на 28 мая. Считаю, что если никому о них не рассказывать, они непременно сбудутся на 24-й день. Сны в этот период воспринимались как важные предсказания, которые могли помочь в принятии решений и планировании будущего. На Пахома теплого именины отмечали Дмитрий, Макар, Памфил и Пахом. Люди, родившиеся в этот день, обладали мягким характером, но это не означало, что ими можно было манипулировать. В сложный момент они проявляли твердую волю и надежность, что делало их отличными друзьями и партнерами в браке.
На Пахома, который отмечался 28 мая, в народе существовали особые традиции и обряды, направленные на исцеление и защиту, особенно касающиеся женского здоровья. Один из таких обрядов включал использование пшеницы, символа плодородия и возрождения. Пшеница, как символ жизни и продолжения рода, традиционно использовалась в ритуалах на здоровье. Женщины, страдающие от различных болезней, могли участвовать в ритуале, который начинался с замачивания зерен пшеницы накануне вечером. На следующий день на рассвете эту пшеницу высаживали в землю на родовом участке или около домашней церкви. Женщины выбирали зерна пшеницы, каждая из которых символизировала отдельное желание или молитву за здоровье. И зерна оставляли в чистой воде на ночь, что символизировало очищение и подготовку к новому началу. На рассвете зерна аккуратно, обязательно высаживали в землю. В это время женщины молча молились, заговаривая зерна на исцеление. После посадки пшеницы следовала молитва и просьба о благословении на здоровье и благополучие. Этот ритуал не только способствовал психологическому умиротворению участниц, но и укреплял связь с природой и с предками, что имело огромное значение в традиционном обществе. Ожидание урожая из посаженной пшеницы символизировало надежду на выздоровление и избавление от болезней. Такие обряды подчеркивали глубокую связь между человеком и землей, между физическим здоровьем и духовным миром, которая была неотъемлемой частью жизни наших предков. На Пахома теплого крестьяне молились о будущем урожае. Это было время, когда люди обращались к Богу и святым с просьбами о защите и благословении своих полей. Молитвы произносились как в церкви, так и дома. Вера в то, что молитвы помогут обеспечить хороший урожай, была сильной и поддерживалась из поколения в поколение. Рассмотрим, что же можно и чего не стоит делать было в этот день, чтобы гармонизировать свою жизнь и привлечь благополучие. Чистота в доме – это не только гарантия здоровья, но и фактор, способствующий притяжению финансового благополучия. Народные приметы гласят, что беспорядок и грязь могут привлекать негативную энергию, которая отражается на благосостоянии и умиротворенности его жителей. Стоит уделить время генеральной уборке, протереть пыль, вымыть полы, сменить постельное белье, вынести все ненужные вещи и мусор. Это не только улучшит внешний вид вашего жилища, но и откроет пространство для новых благоприятных изменений в вашей жизни. Посещение мест захоронений в этот день не имеет ограничений. Это время, когда можно уделить внимание ушедшим родственникам, ухаживать за могилами, что также является проявлением уважения и памяти, что по народным поверьям привлекает благосклонность и защиту от высших сил. Крещение ребенка и свадьбы – радостные и важные события, которые можно проводить без ограничений в выбранном дне. Эти торжества символизировали начало нового этапа в жизни, наполненного надеждами и мечтами. Такие события благоприятствовали укреплению духовных и семейных устоев, что важно было для душевного равновесия и благополучия. Этот день также был благоприятен для работы и начала новых проектов. Активная трудовая деятельность в этот период способствовала достижению целей и привлекала профессиональный успех, который в свою очередь способствовал финансовой стабильности. Принимать душ или ванну можно было без ограничений, но все-таки следовало избегать использования чужих полотенец, иначе это могло символизировать нежелательное взятие на себя чужих проблем или негатива. Каждое из этих действий имело не только практическое, но и символическое значение, влияя на энергетику жизни. Следуя этим простым правилам, можно было значительно улучшить свое состояние и привлечь удачу в личные и финансовые дела. Одной из ключевых традиций этого дня было наведение порядка в доме и в хлеву. Считалось, что чистота и порядок привлекают благополучие и удачу. Крестьяне тщательно убирали свои дома, мыли полы, чистили окна и двери. В хлеву также наводили порядок, убирали навоз, чистили стойла и кормили животных свежим кормом.
Готовя пищу на Пахома Теплого, хозяйки всегда отлаживали немножечко еды для нищих и обездоленных людей. Святой Пахомий Великий всегда напутствовал помогать бедным и нуждающимся. Этот день был особенно благоприятным для проявления милосердия и добрых дел. Люди верили, что помощь бедным приносит благословение и привлекает удачу в дом. Пахом Теплый считался и отличным временем для проведения сельскохозяйственных работ. До полудня крестьяне старались завершить посев льна, овса и пшеницы. Считалось, что семена, посеянные в этот день, быстро взойдут и дадут богатый урожай. Также в этот день начинали сажать огурцы и другие овощи. Люди верили, что семена, брошенные в землю на Пахома Теплого, будут расти особенно хорошо. Во второй половине дня, 28 мая, нельзя было высаживать огородные культуры. Считалось, что посадки, сделанные после полудня, не принесут хорошего урожая. Вот какие неудачи могли ожидать огородников. Капуста. Кочаны считалось, что не завяжутся или их съедят гусеницы. Огурцы вырастут горькими и кривыми. Кабачки превратятся в пустоцвет, а бобовые будут червимыми. Наши предки верили, что соблюдение именно этого запрета поможет избежать проблем с урожаем и обеспечит здоровые и вкусные овощи на столе. 28 мая нельзя было брать в руки чужие деньги, так как по народной примете это приведет к необходимости отдавать чужие долги. И вот что следует учитывать. Не подставляйте руку продавцу для сдачи. Лучше дождаться, когда деньги окажутся в предусмотренном для этого месте. Если все-таки пришлось взять чужие деньги, нужно трижды плюнуть на них, чтобы отогнать нечистую силу, которая притягивает чужие долги. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 28 мая, по народным приметам, традициям и обрядам. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.